потом еще один строим. Выровняем нормально. Ну, видишь? А лучше, знаете, ну все, вообще совершенно невероятная ситуация. Я сама, честно говоря, в шоке в полном, что Алина, белая ворона, в моем этом домике камышовом. Я честно вот вообще до сих пор этого не осознаю. Когда я сюда ехала, сильно-сильно мечтала попасть к Татьяне Гордеевой в ее вот эту известную избушку из камыша. И вот моя мечта сбылась. Я, честно говоря, сомневалась, что она мне позволит в нее сходить, да, попасть. Это очень секретная локация, я никому ее не открываю, вообще никому, просто никому. Так что, Алина, ты первая. Ты первая, кто сюда попал. Первая и последняя. И последняя, да. Я сама себе такая, нет, Таня. Это реально секретная локация, Алина первая. И она меня ошарашила, просто она меня поймала, она такая, говорит, у меня есть мечта. Я говорю, какая? Она говорит, попасть в твой соломенный этот домик. Я такая, опа. И у меня прям вообще такой коллапс, думаю, а как же это сделать-то? Но я почему-то согласилась. Да, причем довольно Да, быстро. почему-то согласилась, я сама в шоке, как я пошла на это вообще. На улице холодно, а тут зашли. А тут нормально, она от ветра нормально спасает. Хотя вроде не доделана. Дырявая вся. Тут как получается? Тут домик эгоиста, на одного лежак, и надо же как-то нам вдвоем поместиться. Это такой дохлый лежак, на нем там никак не поместишься. Поэтому будем местечко освобождать и делать, ну, конечно, не лежак, а такое что-то просто на земле. Я тут как бомжик переночую, на земле себе накидаю чего-нибудь. А вот я говорю, давай я на земле. Не. Ну, как-то нет. А я ей говорю, нет, гость у меня не будет на земле лежать. Гостю только лежак, а хозяйка уже, ладно, на земле. Вот, Танюха решила дверь, бывшую дверь, отсюда использовать как лежак себе. Будет спать на ней. Так что у нее тоже будет лежак, только пониже, чем у меня. Вот такое ложе себе Таня сделала. Так что она не хуже меня будет спать. Ну, у нее маленькая изба недостроена, тут просвечивает. Не Ну, то, что маленько. ну, в принципе, да, она сейчас же ее достраивает. Ну, в принципе, мы переночуем. Единственное, сегодня сильно прям ветрено. Может, печку попозже, да, зато Да, там попозже, теплее. прям вот уже прям вечером. Да, вот такая изба, короче, у Тани. Печка. Все по фэншую. Вот даже крючочки есть, куда вешать одежду. Тут окно. Тут огромное окно. И дверь. И дверь как окно. Вот, кстати, я смотрела ее фильмы, когда она вот это делала. Мне прям очень понравилась ее идея, что она вот так вот окно классно сделала. Вот, кстати, огромное. обрати внимание. Панорамное вот такое. отсюда сидеть, а вот прям там фазаны гуляют. У нас в тайге есть одна изба. Я ее, по-моему, на линейной каше показывала. Там точно такое же, даже еще огромнее панорамное окно. И вот мне эта изба нравится из-за того, что окно такое огромное, там светло в избе, классно. И Танюха такое же сделала. Я потом так удивилась, что она такое же сделала. Кстати, у меня фингал. Те, кто не знает, мы с Танюхой уже... 8 дней в походе. Да, были 8 дней в походе, и Алина занырнула так удачно в море, поцеловалась с камнем. Это у меня уже проходит финик такой. Вот так выглядит изба снаружи. Изба из камыша. Или из камыш вроде. Я мечтала прям в нее попасть. А тут Танюха еще глиняную печку делает, камин глиняный. Вообще молодец, трудоголик. Неужели я здесь? Неужели я сюда пришла в гости? Ветер сегодня сильный, обещают дождь, небо все затянуто. И, естественно, звук плохой из-за этого. Приходится кричать из-за ветра, громко говорить. Так вот выглядит вблизи камин, который Танюха строит. Она его еще не доделала. Когда я уже уеду, будет доделывать. Ну, в принципе, глина вообще очень прям твердая. Хорошо сделано.
Видно присутствие пальцев на глине. Танюхины пальцы кругом. Короче, классный камин, мне нравится. Вообще изба классная. В общем, мы решили с Танюхой пойти прогуляться. Она мне покажет местные достопримечательности. Ну, тут прудик есть. И что-то там еще какие-то кусты. Да, короче, по зарослям маленько полазим. Какой витрина, просто капец. Очень холодно для юга. Даже не верится, что мы с Танюхой успели сходить в поход 8-дневный. И мы ходили по жаре, купались в море. Очень много купались в море. Там очень классный у нас трэшевый поход получился, здоровский. Кто не смотрел, посмотрите. Как мне кажется, очень интересно. Такой у Танюхи прудик практически у самой избы. Очень удобно и красиво. Локация классная. Тут такой мостик, мы его только что перешли. Там завалы. Листьями, правда, его весь засыпало и очень холодно. Так бы мы искупались бы. Ну, прям очень холодно. И такая старая ива, почти погибшая. Само дерево развалилось, а побеги из него он уже в новые деревья выросли. И вот там мне еще нравится дерево огромное, просто толстое, старое. Можно его даже обнять подойти. Огромное! Я, мне кажется, таких истов огромных не видела. А тут какая-то нора. Да, тут такое корневище прикольное. Вообще. Как я всегда говорю, там гномы живут. 100% в таких корнях деревьев. Кстати, обрати внимание, двухэтажная усадьба. Да, живут гномы. Да, у них еще и 2 этажа. Прикольно.
Да, вокруг избы такие заросли, очень сложно даже пробраться куда-либо. Там вот дальше ручей продолжается. Не знаю, смогу ли я к нему подойти. Ай, мало мне одного фингала. Хочу еще один. О, здесь вроде чуть посвободней. Сейчас прогуляемся с Танюхой немножко, а потом займемся делами в избе. Кстати, тут заросло все осокой, и ручья даже не видать. Вообще не видать его долго-долго, а потом здесь появляется. Класс. Да, тут все завалено, толком и не погуляешь. Заросли кругом, коряги валяются. В общем, далеко не уйдешь вдоль ручья погулять. Так красиво вокруг, осень, листья. Вообще красота. Середина октября. Ну-ка. Давай, Алина! Ты же можешь! О! Молодца. Вот так вот. Вот так вот. Это ж я. Да. Я была б не я, если б не вытащила. Да, да, да. Ты бы до последнего тут билась бы. Все, взяла пилу и пошла. Давай, давай. А я буду тут. Да, Таня будет тут пилить те дрова, которые мы притащили, а я там дровину. А я сейчас сразу скажу. Алина увидела большую дровину, говорит, нет, я ее буду пилить. Ну, ладно. Да, я хочу большую дровину пилить. Ага, там, за ручьем, за прудом. Вот такая дровина. Надеюсь, у меня получится ее пораспиливать тут. Она довольно толстая.
будете тащить к домику и там уже распиливать. Здесь в кустах неудобно. Вот какая травина. О, молодец. Бревнышко хорошее. Хорошее. Сейчас буду пилить здесь. Да. Супер. Вот я говорю, для чего нужны гости? Именно для этого. Чтобы работали, да? Чтобы работали, заготавливали дрова. Все делали, тяжелую работу. Ну и еще. 3. Ух ты. Мне Да. теперь жарко, было холодно. А теперь все. Да, Еще теперь бы. еще это все пилить. Да, я буду наблюдать за этим шоу. Я немножко попилила эту птичку. Ну, может, еще чуть-чуть попилю, посмотрим. Ну, у нас Алина пойдет по тяжелым драмам, а я пойду по более легким. У тебя топорика нет? Есть вроде. Вот такие просто, чтобы в печку, а печь нет такое? Нет. Или отпилить эти? Это он должен сломаться? Короче, Танюха говорит, его только пополам распилить и все. И хватит. Чтобы его еще удобно как-то уложить, чтобы распилить. Вот его, кстати, свесить, если что пополам распилить. Это сложно, оно тяжелое, будет перевешивать. Мне проще так. Кстати, знаешь, что там отъехала? Как? Там вообще она каменная. Она каменная. Ну вот. Ну, вот такую кучку дров мы напилили с Танюхой. Это ей, это нам не только на сегодня, это ей теперь на несколько топок хватит. Заходов, Да. Таких осенних, да. В общем, мы хотя бы размялись. Я мерзла до этого, и теперь мне жарко. Теперь мы, наверное, печкой, да, будем заниматься, или что мы сейчас будем делать? Не, печкой мы попозже все-таки. Сейчас, наверное, легкий чаек попьем, ужин там немножко лежанки сделаем, попьем чаек. А чтобы они подкрыли. Они, кстати, слушай, они же могут на это пойти. А что там могут? Материал делать. Да, могут и на кровать пойти. Там, А ты доски умеешь пилить? На доску распилить? я вон распиливала, двери мне доску распиливала. А бревно расписала. Не распиливала, а расписала. Ну вот и Да, можно на пару. можно бензопилой раскрутить. Вот я такого не пробовала. Попробуй, это интересно. Мне вообще понравилось.
бензопилой на доске выпускать. Этого опыта у меня еще нет. Танюха там пока пошла чайник помыть, воды набрать. Да, интересно сегодня будет Да, ночевать в твоей избе. да. Какие ощущения? Это будут необычные, кстати, у тебя на волосах листочек с Ой. другой стороны. Это нормально. Это осенняя красота. Украшение. Украшение осеннее, Танюха, держи, тарелка, да. Миска так миска. да, Не маленькая. терка. Тёрка. Мы же драники собрались Да. делать. Так Полотенчика. Ну да, тряпочка для рук Так, обязательно. это бананы. Бананы. А еще я ощила вот такую дынь. Опа, опа. Я давно мечтала ее попробовать, я ни разу такую не ела. Эфиопка, да, называется? Эфиопка. Во. А запах. Такой Ух, да. У нас, мне кажется, в магазинах даже таких запахом дынь не продают. Это южная дыня. Я да. еще арбузы без конца тут ем. Прям вообще не могу наесться. Ем и ем, ем и ем. У нас-то в Сибири они мало то, что дорогие, а во-вторых, у нас уже зима в Сибири. У нас уже арбуз не купишь. Поэтому я ем, чтобы на зиму наесться. Подтверждаю, видела последние 3 дня Алина каждый день с утра, утром, вечером точила арбуз. Да, Я и сегодня- своими- да, и сегодня ты Сегодня утром перед и тем, обед. как уйти, да. я это, Да, арбуз точила съела. арбуз, да, Ну, тут уже мои хохоряшки. А, вода. да. вода. Так, а сейчас переобуюсь, еще у меня тут калошики, одежда, кружка. Короче, там спальник. Во, вот такое у меня ложе. Супер прям получилось. У меня тут котяра уже спит. Не спит. Ждет меня. У нас тут такой стол шикарный. Мы сейчас будем готовить всякие вкусняшки кушать. Не знаю, войдет ли у нас, правда, потом дынька. Там вот у нас картошка, лук. Сейчас будем чистить, тереть. Еды Потом много набрали. Потом печечку затопим. Посидим с Танюхой, полялякаем, да? Как мы умеем Да, и как мы любим. вообще. Короче, вот вообще классно, классно. Уютненько, так хорошо. Так, у нас в сегодняшнем меню драники картофельные с луком. Да, это я Танюхе предложила, Да, потому да. что я очень драники люблю. Я говорю, давай драники Да. себе сделаем. Она говорит, только чур ты будешь тереть. Я Ну говорю, всё. ладно. И дыньку еще взяли. Правда, не знаю, куда у нас дынька будет. Еще чай хотелось бы. Кстати, а на какой ты обычно трешь? На большой самый. На самый? Да. Я на, да. А ты как? А я на поменьше, вот на этой. Да. Ну попробуй вот так. Давай половина по-твоему, половина по-моему будем делать. И получится смесь. Картошечка домашняя, да? Да, конечно. Еще бы у меня было не домашнее. Ты что? Конечно, домашнее. Все домашнее. И яйца у Даже нас яйца домашние. домашние. Все домашнее. Круто. И лук домашний. Бананы не домашние. Банан. Блин, Таня, ты что бананы-то не Бананы пока вырастила? не научилась Ты не выращивать. могла, что ли, подготовиться? Да, домашних бананов заготовить. Бананы не вырастили. Алина, а сможешь ли ты потереть лучок? Ну, а куда ж я денусь, Танюшка? Да, ну посмотрим, как ты будешь себя ощущать при этом. Да, что я лука, что ли, не терла? А что, терла? Слышь, конечно. Молодец. Сейчас, значит, будет для тебя такая сложная, но посильная задача. Так. Яйцо домашнее.
На, Тут- солиты. Да, только, Да, только вот хотела сказать, видишь, только не перестать. Кстати, обрати внимание, насколько сильно у нас сходится вот это Мысли. мышление вообще. Мысли. Только я подумаю, ты говоришь. Только ты говоришь, я подумаю. Это просто вот, просто нереально что-то. Как такое может быть вообще? Таня сказала, Алина, жарить будешь ты. Да, кто нас правда? Да, и сквозняк, конечно, даже в домике, вот по пламени это сразу видно. Так витрина такой, там Витрина, такое ощущение, да, что да, все да. деревья сейчас свалит на нас. Прям. Опа. Хорошо, тут вот деревья такие сильные. Ну, блин, ну ты что, Это убить кого-то хочешь? что? Чугунная сковорода. А как же выдерживаешь твоя горелка ее? Нормально. Кстати, сейчас быстро нагреется, по идее. Ты под крышкой жаришь? Нет. А, ты так? А мы под крышкой жарим. Они же будут, фу, какие мягкие. Мягкие, да, да. Надо хрустящие делать. О, опа, красота получается. Еще какая? Да, прям вообще Румяненькие. Очень-очень. Запах-то какой. очень-очень. М. Первая партия готова. Оп. Оп. Красотень, пошла. Пошла жара. Ура, Сейчас. следующую партию. Ладно. Ой, я так рада, что Алина готовит. Прям вообще гость замечательный. Дрова попилила. Драники жарит. Красотень. Аромат какой от драников. Ой, Да, аж есть захотелось. прям вообще хочется хватать их жадно. Да, Вкусный запах такой. да. А знаешь, что мне нравится? На улице сильнейший ветер, почти ураган. А мы тут, у нас такая умильная, уютная картина. Мы жарим драники. Ну, мы громко сказано, но в целом мы. Мысли громко. Так и есть все. Да. И у нас такая уютная тут идиллия. Опа. Опа. Все. Ну и все, чайник сразу. Ох, сколько дранчиков. Да. Вкусняшка такая. Да. И на завтра, на утро как раз. Прохладненько? Надо печку Да, затапливать. да, заходишь. Ну, мы сначала, наверное, чай попьем, да? Потом... Да, согреемся чаем, а потом уже немножко печурку. А потом уже в спальне. Дынька еще. А, дынька. Вот дыньку надо при печке есть, иначе мы точно Да, замерзнем. Да, да, дынькой, да, все-таки. Давай разломим хотя бы один. Нет, давай по одному. Да, давай по одному. То так прям А то хочется. смотреть так. Нежные, классные. Вкусняшка. Ном-ном-ном-ном. Горяченькие. Сметанку не хватает. Я бы еще А, сметанку да. махала. Чайничек кипит. Чай не кипит. Не то, что кипит, а прям выкипает. Все, выключаем. Опа. Все, можешь наливать. По половинке разбавим, наверное, да? Мгм. Чтобы сразу пить. Ой, какая вкуснятинка. Да, красота. Я уже подзамерзать начинаю. Сейчас мы горячим чаем согреемся, потом печечка будет у нас. План такой. Да. Ням-ням. Поесть, потом печка. Ну что горяченькие? Такие. Там. Дранчик
дранички в избе. В такую непогоду. Да, там ветер Там бушует. вообще капец, что творится на улице. А мы тут драники кушаем с горячим чаем. Так здорово теперь. Печку затопили, сейчас теплее станет. Хоть и изба дрявая, но все равно вокруг печи тепло вот это вот идет. Близко сидишь, прям хорошо, тепло, уютненько так. Сейчас потом с Танюхой у печки посидим, потрындим, дыньку поедим. Ой, наконец-то. Еще дыньку, ням-ням. Вот это у нас, Ну ничего, у тебя ножка хорошо режет. а он хороший, да, вот этот. Хотя я его редко-редко точу, но он чак, он такой. Топчак называется. Чак. А я свой нож забыла. Мой нож тоже хорошо Да, у режет. тебя отличный нож, большущий такой, серьезный Да. нож. Просто нож. Просто нож. А у меня, видишь, не просто, у меня пчак нож. Да, у тебя не просто, у меня просто нож. Ну, название такого ножа. То люди О, подумают, что правда. Ну-ка, дай просто. мне. Да запах и так уже. О, так еще клевее. Так, куда мы семки? Наверное, все-таки тарелочку надо для семок. Да, так так-то еще бы. Ну, Вот сюда вот куда-то. Давай. Вытягивай семки. дыньку. Что-то решили, да? Ну, Тащить. Ну мы же тащили на море арбузик. Да. Тут Ну ты дыньку. тащила. Ну я тащила, да. Я тоже хотела там, но Ну, видишь, там там надо же не- было кому-то в лагере остаться. Да, а видишь. так как я местная более-менее, я там ориентируюсь, поэтому я пошла. Да. Надо было это тогда объяснить. Да, да, да. Потом Почему щас. я пошла? А ты Я осталась. что-то там говорила, но не помню. Я что лучше знаю, как, куда там, что. Я ж не Да. первый раз там, поэтому я Я и пошла. порывалась пойти, но вот Таня Ну, мы сказала. решили, лучше Алина останется, а я пойду. А мне вообще хорошо так, колен. А мне тоже хорошо. Вообще Мне классно. Прям здорово. вообще. Держи. Первый кусок нет, правильно, Танюхи первый кусок. Как же иначе-то? Алина, мы не зря купили и везли эту дыньку. М. Дынька хороша. М. Реально очень вкусно. Прям повезло. М. Удачная дынька. Она прям медовая. Прям- Медовая и тает во рту. Да, прям шикарная. М. Не зря. Я таких дынь никогда не ела. Ты серьезно? Да. Обалдеть. Классная дынька. Вкусная. От печи прям тепло идет, кайф. Мне вообще тут хорошо сидеть. У Мне печки. тоже. И тут печечки, и я. И вообще сейчас уже не холодно мне. А вот на Даху И потом мне. придется идти мыть после дыни. В речке. Но оцените, как шумит ветер. Там реально ураган на улице. Там деревья гнет. Да, гнетом. Чуть ли не к земле. Холодно вообще. На улице холодно. А здесь Котик как? тоже пригрелся. Да, хорошо ему. Кстати, хочу волосы распустить. Я же заплелась-то, потому что витрина такое. Я же не люблю заплетаться. Когда такой ветер сильный, я всегда заплетаю волосы. Или когда наоборот бывает жарища сильная, мне от них жарко, и я тогда тоже в косички выбираю. Особенно если переходы сложные с рюкзаками, чтобы мне не мешались. А так я не люблю заплетаться, я люблю, когда волосы А распущены. мне часто раздраженные мадам пишут,
что ты ходишь, косматая, не можешь хвостик сделать, сколько мне так ходит пишут. она, спатлы распустила. И вот какая-нибудь мадам, и не одна так уже. Так у меня у зрителей, у моих постоянно раздражает, Так раздражают. раздражают. Я думаю, ну что, мне вот они, у меня ж не длинные, мне они не особо-то мешают, но бывает там. Вот, кстати, мы когда с тобой по Черноморскому побережью гуляли, вот это ходили, ветер, и мне волосы все время вот так в рот залетали и прилипали, главное. Я все время их выдирала. Ну там мешали, да, было дело. А в целом они не мешают, нормально. Не, мне, если мешают, я их всегда уберу. Поэтому, когда я с распущенными волосами, значит, они мне вообще не мешают. Мне, чтобы переодеться, все время нужно геройство проявить. Потому что я мерзлявая. А тут... А мне от печки далеко. Довольно прохладно все-таки из печки. Да, Танюхе сейчас там жарко. Мне, кстати, мне через щели прям дует. Вот сбоку дует. А мне дует, и печка еще далеко. Да, а мне с этого бока дует, а с этого греет. Так прикольно. Такой контраст прям. Штанцы. У меня помимо термобелья флисовые носки. Я же на архыз-то упаковывалась, и у меня же до этого архыз был. Чуни пуховые на ноги. Да я просто мерзлявая такая. Не думайте, что минус 30 на улице. Ну там холодно реально. Из-за ветра холодно. Ветер сильный и холодный. Он прям холодный. Так, чуни. Еще у меня есть кофта. Я ей пока что под спальником в спальнике укроюсь. А если буду мерзнуть, я ее надену. И у меня еще есть пуховая куртка. Она вот она. Я ее, ноги ей укрою в спальнике. Поэтому у меня, короче, тут прям арсенал целый всего. Так вот буду спать. Я и на архизе так упаковывалась. Вся закутывалась. Ну все, всем спокойной ночи, до утра. Еще кто-нибудь фонарь бы выключил. Я до своего дотянусь. С фонарем придется встать. Ну только вот так. Все, тушим. Да. Спокойной ночи, Тань. Спокойной ночи, Алина. О, печечка так вообще так классно. Да, мигает так классно. Мерцает, хорошо. Доброе утро, земля. Спалось хорошо. Я, кстати, вообще не замерзла. Проснулась давным-давно, ждала, когда Танюха проснется. А она все валяется, зевает, он лежит и вставать не хочет. Да, вообще расслабилась. А я лежу, я уже не раз говорила, люблю в избах лежать, проснуться и размышлять, сколько труда, сил вложено в избу, разглядывать строение, как оно все сделано. Вот лежу, крышу разглядываю уже, наверное, не знаю, больше часа, наверное. И все думаю, что-то размышляю. Надо вылазить, так неохота, на улице очень холодно. Утром такой нормальный дождь прошел, мне лень было вылазить, снимать это. Ну, ветер, кстати, на гораздо тише стал, уже нет такого шквального ветра. Все, надо вставать, просыпаться. Завтрак готовить.
одеваться потеплее. Ой, так неохота из спальничка вылазить. Это просто жесть. Хочу показать, как тут у Танюхи со стороны все выглядит за избой. Капает тут еще все. Дождик шел. О, это у нее что, интересно, такое? Для чего это? Так у нее труба тут выходит. И тут такое небольшое расстояние за избой. Интересно, конечно. Ну, она тут, естественно, все будет доделывать, все по фэншую будет. Это сейчас у нее так. Дыры такие. Тут окошечко. Мне нравится, что у нее окна с двух сторон. И с той стороны еще и такие большие. А вон мое спальное место видно, где я спала. С этой стороны даже интересно очень посмотреть. В избушку заглянуть. Штативы стоят. Класс. Вот так тут за избой, в принципе, тесненько. Но место есть. Что-то хранить даже можно. А здесь побольше места. Кстати, мне кажется, вот здесь даже дрова можно хранить. Потому что тут прям крыша хорошо загораживает. Можно здесь что-то складывать от дождя и от непогоды. Вот так обошла я вокруг избы. Показать, как тут. Синячок вроде проходит, уже не такой страшный, как был. А то на какую-то бечевку похоже была с этим фингалом. Еще так опухше было все. Просто жесть. На улице очень холодно, даже руки замерзают камеру держать. Сейчас надо делать горячий завтрак, горячий чаек пить, зарядочку сделать, размяться. И сразу станет потеплее. Вот так выглядит избушка за стенкой уже с другой стороны. В зарослях таких стоит. Вот это заборчик. За заборчиком изба. Прикольно. В таких зарослях ее и не видно совсем. Ну что, для зарядки надо кофту снять, а мячики надо. Зарядочку сделаем, согреемся, потом горяченького поедим. Да, Тань? Да. И потом по этой сырости пойдем. Что ты можешь сразу по трассу? Тут, кстати, трассу слышно сильно. Вчера ветер такой шумный был, хорошо заглушало. А тут не сильно далеко трасса проходит, машины шумят. Что это я говорю для того, чтобы мне потом не писали, что ты там где-то возле трассы находишься. Да, тут трасса недалеко. К сожалению. Да, но домик стоит в таком нормальном диком месте, в принципе. Но трассу слышно. Главное, нам с тобой друг друга не долбануть. А то, может, боксом займемся, Тань? Хук справа, хук слева. У нас такой тут стили разные по одежде, ты такая вся в обтяжечку, а я вся такая широкая, свободная. А причем у меня вещи в обтяжку случайно получаются. Просто мне что-то нравится, оно такого фасона в основном. Как хорошо с утра, можно быть лохматой. И никто мне не скажет, что почему ты такая косматая. Убрала бы волосы свои. Я ж только проснулась, мне простительно. Ну вот именно. А он тоже не пойми, что у меня. Пока еще не расчесывалась. Красоту наводить попозже будет.
Немножко разнялись. Вся моя красота это чуть-чуть расчесаться расческой. Ну, И я всё. тоже сейчас расчешусь, все красивое. Холодная вода. Вроде юг, а так холодно. Бодряк. То я что же люблю? Я ей вчера говорю, мы тут не подеремся, кто печь будет затапливать. Вообще. Закрывай. И... Да, вот так нормально будет. Все. Сейчас тепло будет. Погреемся у печки. Руки вообще прям, они ледяные. Сейчас печка нагреется, будем с Таней делать омлетик с кабачком. Да. Такой у нас будет завтрак. И еще с вкусняшками чаев попьем. Да. Еще бананы есть. А, да, еще бананы есть. Очень простой, кстати, завтрак. Омлет с кабачком и луком. Главное, вкусно получается так. Довольно-таки. И просто. Можно было еще чеснока нарезать. Да, можно было. Так, все, я сметаю. Рычаг такой, знаешь, с ним надо прям осторожненько. Он пальчики только так. Крошит, да? Крошит. Не только лук, но Не и только пальчики. пальчики, только так. Ух. Вот все, хватит. Так. И для пробы кабачок будем по нему определять, когда нагреется. Когда он зашкварчит, тогда будем высыпать. Кстати, ложечку твою давай. Да. И солить будем после того, как они осядут. Добавим. Тогда будет... Будем чуть-чуть солить. Да, чуть-чуть. Таня из-за меня все недосоленое ест, потому что я не люблю соль. Ну да. Приходится ей терпеть. Ну, это я умею есть несоленые вещи, так что нормально. Мы тут, понимаешь, не хотим это, хотим вместе готовить. Да. Мы Мы не можем разделить, кто что кто делает. что будет делать. Все хочет, всем хочется. Поэтому вот так вот делаем. И все, а ты солишь на свой вкус. Ну и перемешиваешь тогда, а я накрываю. Разделили обязанности. И все. Будет такое яйцо с кабачком и луком. Все. Вот так мы сработали дружно. Вдвоем. Да. Сюда омлетик. Ну и чай. Чай заваривать, да, можно. Такие кружечки. Да, полкружечки. Кстати, проснулись, было так зябко, холодно, и хотелось быстрее отсюда уйти. А сейчас печку растопили, уже так уютненько, хорошо. Да, но Алина еще немножко мерзнет. Да, ну а мне прям вообще хорошо так. Где наша Я-то мерзлявая. Где наша- С этой стороны мне тепло, с этой холодно. Еще у нас тут такой контейнер Вкусняшки. с сладостями. Печенюшки, прянички. Что, открываем-то? А, у тебя же это. Да, это тряпочка. Горячий. О, О, горячая. вкусняк. У нас еще бананы, если мы еще захотим их вообще. А запах-то, да. Запах, да. Так, куда чайник уберу все-таки. Ты вилкой будешь? Да, я буду все Давай время. бананы сюда для красоты. Наш По запах. фэншую все. Композиция. Давай. Сюда. Мне кажется, И вот так. да, по одному банану. И вот так. И Ох, вот сейчас так. вкусненько покушаем. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. О.
Тебе если соли мало? Мало? Понял. А я-то уже сильно проголодалась. Я проснулась-то давно. Ждала, пока Танюха проснется. Чувствую, уже в желудке начинает сосать. Мне так спалось хорошо. Я сплю и сплю. Зато согреемся сейчас. Ну, ты-то уже согрелась, а я-то нет еще. Давай, давай. У тебя там котик. Да, у меня котик. Не хочет выходить котик. Котику понравилось, он доволен. Возле печки посидел. Да. Все, мы собрались, вкусно поели, посидели, поболтали, горяченького поели, попили чаек с вкусняшками, погрелись у печки. Ну и все, надо домой идти. Дома тоже дела не ждут, да? Да. Сидят там по полкам, ждут нас. Да. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Татьяны Гордеевой. Все ссылки будут в описании под этим фильмом. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я все комментарии читаю и стараюсь на все комментарии отвечать, по возможности, конечно. До встречи на моих платформах, на платформах Татьяны Гордеевой. Всем пока-пока. Раз, два. Заставила камеру обратно искать. Короче, в общем, чтобы снять красивые кадры, мне Вот пришлось предыдущий. перепрыгнуть сюда, поставить штатив, потом снова туда, потом снова за штативом и теперь обратно. Я уже вся учухалась, тут очень грязно, мокро. Алина, блин, как Нашла. нашла развлекуху, не на избу. Прыгать через грязный ручей, да. Давай. Эх, молодец. Ты мне попой всю камеру закрыла. Мне пришлось отходить. Ага. Да, это на твоей камере будет видно. Да ёшкин кот. Ой, тут съемки идут. А я такая с чайничком вклиниваюсь. Жопы свои, блин. Ну как обычно. Ой, люблю так драники делать, чтоб не я делала. У меня сестра так говорит. Вот в таком вот маленьком, как сказать, помещении. Для Танюхи-то для одной нормально тут место. Даже А вот мне мы вот, как-то тесновато, когда штативы стоят. да, а мы вот так ютимся, и вот наша съемка. Два оператора. Да. 3 штатива, свет, несколько камер. И вот так вот. Негде даже развернуться из-за штативов. Да. Кое-как тут. Разменемся еле-еле. Да, да. И чтобы штативы не снести, камеры не снести. Вот такая у нас съемка идет. А потом спрашивают, кто вас снимает. Сейчас обратно спрячусь и не вылезу, камеру выключить. Столик такой шаткий, поэтому надо резать как-то аккуратнее. Ну что? Тупой. А вот, мне кажется, им лук капец как будет резать. Говорить могу.